В зале номер 14 Михайловского дворца Русского музея сегодня представлены 17 живописных шедевров Карла Брюлова, одного из самых ярких художников середины XIX века в России. Каждый посетитель старается обязательно увидеть его знаменитую картину «Последний день Помпеи». Всего в собрании музея 72 живописных произведения художника. В настоящее время в службе реставрации музейных ценностей идет реставрация сразу нескольких исторических рам для картин Карла Брюлова. Сегодня мы хотели бы рассказать вам о реставрации одной из них. Это небольшая золоченая рама от этюда «Мужская голова», который был написан художником для росписи Исаакиевского собора. В 1897 году картина в этой раме поступила в Русский музей через императорское собрание в составе великолепной коллекции картин Брюлова знаменитого купца и нефтепромышленника Василия Александровича Кокарева. Среди них были законченные работы, как портрет Юлии Павловны Самойловой, портрет сестер Шишмаревых, которые всегда украшают экспозицию Русского музея. Среди них были и эскизы композиций, например, осады Пскова, и этюды. Это были этюды голов и этюды композиции к росписи Исаакиевского собора, которую Брюлов делал, но окончательная роспись была уже поручена другим мастерам. Замечательные работы, это подготовительные работы, это этюды, но для Кокарева, который ценил мастерство художника, каждая вещь достойна была экспонирования, и он заказал для них рамы. Работы поступили в Русский музей и экспонировались до самой войны, до 1941 года. Их можно увидеть на старых фотографиях. Во время эвакуации картины были вынуты из рам и отправились в Пермь на хранение на время войны. Вернувшись, эти этюды уже не были востребованы в экспозиции, и они поступили в фонд, где благополучно хранятся и участвуют в выставках. А рамы в рамочной кладовой не были востребованы. Прошло время, потребовалась реставрация. 21 мая 2019 года рама была передана в отдел реставрации картинных рам Русского музея, где в этот день состоялся реставрационный совет. В результате обсуждения была утверждена программа проведения работ. Из-за плохой связи накладного орнамента или левкаса с деревянной основой на раме утрачены многие элементы орнамента. Рама эта не резная, а лепная. Орнамент здесь выполнен из специальной мастики, которая характерна для фабричного производства рам. Хотя здесь лепка выполнена еще вручную, и поэтому именно эту раму можно считать образцом еще ручной работы середины XIX столетия. Лепной декор здесь выходит за пределы деревянной основы, ну и поскольку вот он лишен основы, такие рамы обычно сильнее всего страдают от различных механических повреждений. Первейшей задачей реставрации всегда во всех случаях является консервация экспоната. Только после проведения консервации можно заниматься дальнейшей восстановительной работой. Поэтому и здесь первой операцией, выполняемой на каждом участке, было, конечно, укрепление. В процессе укрепления восстанавливалась прочность связи накладного орнамента с грунтом и левкаса с деревянной основой. Рама уже ранее подвергалась реставрации, видимо, в советский период. На ней были воссозданы некоторые элементы орнамента, но они были выполнены с искажением формы, и, кроме того, реставрационная мастика перекрывала оригинальный орнамент.
Тонированы эти восполнения были также очень широко и чужеродными оригинальному декоративному покрытию материалами – бронзой и красным лаком. По решению реставрационного совета поздние восполнения были удалены. И следующим этапом работы стало восполнение и утрата орнамента. Сложность здесь представляла то, что полностью не сохранился ни один угловой элемент. Чтобы восстановление было достоверным, восполнять отсутствующие элементы необходимо только по сохранившимся идентичным им элементам. С элемента снимается форма, затем из нее получают оттиск, который и устанавливается строго в границах утраты с полным сохранением окружающего исторического материала. Например, для восстановления вот этого углового элемента была снята форма вот с этого идентичного ему участка. Другой сложностью этой работы является удаление с поверхности позолоты плотных загрязнений, бронзовых тонировок и красного лака. Эта операция по сложности сопоставима с раскрытием живописи. Дело в том, что пылевое загрязнение – очень благоприятная среда для жизни различных микроорганизмов. И это приводит к деструкции поверхности. Позолота становится очень легко удалимой. Поэтому раскрытие позолоты требует очень большой осторожности и определенных навыков. Ну и на последнем этапе реставрации все восполнения будут тонированы с учетом особенностей и сохранности покрытия на каждом участке. Для тонирования применяются различные материалы, а также их сочетания. Это и акварель, и разные материалы, имитирующие позолоту. Основная задача реставрации декоративного покрытия – прежде всего сохранить историческое покрытие в максимально приближенном виде к первоначальному, но с обязательным сохранением следов естественного старения материалов, таких как небольшие потертости позолоты, кракелюр левкаса, небольшие утраты декоративного покрытия. Для специфики реставрации картинных рам очень важно, чтобы обрамление картины имело необходимую цельность и ничем не отвлекало внимание зрителя от живописи. Надеюсь, что в результате этой работы еще одно живописное произведение нашего прекрасного, очень известного художника обретет свое историческое обрамление.